Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Помимо основной стройки начал вести еще одну. Проблема заключается в том, что когда вы начинаете строиться на голом участке, либо там, где ничего живого не остается, то приходится создавать место, где хранить инструмент. Места катастрофически не хватает. Порой хочется кинуть стройку и строить себе гараж, потому что, как и любой хозяин, ты обрастаешь инструментом, и в итоге получается все это огромная куча и некуда положить. Вообще на будущее это дровник. Это будет дровник. Первоначально это будет складское помещение. Как-то надо все это культуривать, а то из одного места в другое гоняешь, перекладываешь. Беда большая с хранениями. Лопаты, вилы, все подряд. И не говоря уже об электроинструментах. Вынул, убрал чернозем, сыпал сюда кучу песка. Пригодился строительный мусор. Строительного мусора накопилось огромное количество. Бетон, который я срезаю лишний. Это и просто газоблок. Когда делаете штробы, когда делаете ублоки, вырезаете, вот этого добра у вас будет огромное количество. Это видео будет длинное, точнее видео-то не длинное, но временной интервал она займет большой. То есть я думаю, где-то недельки за 2 я справлюсь. У вас это будет значительно все быстрее. Так что хорошо, если достался участок вам уже с какими-то гаражами хотя бы, с какими-то хорошими строениями. Но как у меня тут нету ничего как такового. Кстати, странная реакция на бур у собаки. Когда начинаешь буром работать, он поскуливает и скачет вокруг. Вот что-то вот как-то, что-то у него там с прошлой жизни осталось. Видно, зубным врачом был. Сначала сейчас бетонирую столбы, потом выставлю круговую опалубку и все залью тоже слоем бетона. То есть по итогу здесь будет бетонированная площадка, удобная, со всеми вытекающими.
Вот что он лопнул, этот лист? Поднимал, наверное, слишком быстро, может, подымал. Надо плавненько, аккуратненько, но все равно вот, лоб пополам и об землю. Но одному сложновато.
Полы сделал снизу досками, полки досками. Поначалу, так я, наверное, в эйфории тут неделю сидел, смотрел по сторонам. Наконец-таки я сложил вещи, разложил инструмент по полочкам, все коробочки. Не то, что когда все в куче набросано, где там что там, не залезть, не подлезть, вообще столько понаходил, даже электроды. Нашел, я даже забыл, я покупал и забыл. 30 килограмм электродов нашел. Континент. Потому что настолько было все нагружено, просто вот они положил, полгода прошло и благополучно забыл. Что у меня камера криво стоит. Так, смета. Смета по этому строению. Поликарбонат, решетки, двери из USB на 2 петлях. Приваривал уши, покрасил краской для USB. В будущем, возможно, обложу газоблоком. Ну, посмотрим. То есть сейчас на первоначально вот быстренько все собрал, все переложил, все. Счастлив неимоверно. Уже строение есть, уже капитальное. Свес у меня, передний свес, по-моему, вот у меня выскочило из головы, по-моему, 1,40 м. Сзади около 30. Ветровые нагрузки. Тут были ураганные ветра у нас, ну, относительно Беларуси. Хорошие, то есть деревья ломало, тут все нормально. Я был на работе, приехал, думал, у меня уже там нету больше моей мастерской. Все выдержало без проблем. Эти дожди, ветра, все переваривает без проблем. Снеговую нагрузку, вот сегодня ночью был ветер очень сильный, со снегом, конечно, хуже. Через щели там позакидывало снега немного, ну, 5-6 лопат пришлось вот выкинуть. Ширина дверного проема 2,5 метра. Ну, в общем, тут я не знаю, тут все как бы видно. По лицевой части 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Строение в глубину 5 метров, в ширину 6 метров. Ну, с учетом, это по фундаменту, по плите. Так, столбы силовые, вертикальные 80 на 80, обвязка 60 на 40. Ворота 60 на 40, профильная труба. Ну, косины 20 на 40. Стропильня, как вы видите, доска необрезная, 40-ка. Просто обзу снял и все. Продольные 50 на 150, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Поперечные, которые лежат на столбах, 50 на 200. Прекрасное строение, мне очень нравится оно. Блин, особенно в связи с тем, что наконец-таки ты можешь положиться, разложиться. Ну и скат тоже. Скат я тоже делал, шириной 50 сантиметров. Ну, заезд имеется в виду. Тоже армировал, все, короче, по фэншую. И идем по смете. 31 мешок цемента ушел у меня. Это 250 рублей. Ну, все, цены такие плюс-минус. Ну, доставка там, ну, накинем потом под конец. 15 метров профильной трубы 80 на 80. Это 310 рублей. Это все в белорусских рублях. Так, брус 50 на 200. 4 штуки у меня ушло. 96 рублей. При стоимости кубов 400 рублей. Доска необрезная, 40-ка. Примерно их получается 8 штук, 40 рублей. Щебень 3 тонны ушло, щебня гранитного, 18 ведер примерно. 180 рублей по стоимости щебня. Шифер 24 листа. Один разбил случайно, потому что, наверное, слишком широко полозья поставил, раскололся. То есть, ну, в общем-то, 25, ну, так 24. 24 листа шифера плюс гвозди, это 480 рублей. Краска для металла Альпина, красил металлокаркас. 3 литра 90 рублей черная, матовая. 14 брусов 50 на 150. Ушло на обвязку, то есть, получается, вот чтобы USB вывесить, приваривал уголки, укладывал брус и вывешивал уже USB. 14 брусов 50 на 150, это 270 рублей. 12 килограмм краска для, и плюс колер, краска для OSB, она какая-то армированная, именно сделана
нам указано для USB. 17 листов 9-миллиметрового USB. Краска 200 рублей ушла на USB. 17 листов 9-миллиметрового USB, 350 рублей. 3 листа 18-миллиметрового, это на столы. Остался пол листа осталось от 18-миллиметрового. 3 листа, это 120 рублей. 36 метров профильной трубы 1,5-миллиметровой 20 на 40. 150 рублей. 54 метра 60 на 40 трубы профильной 2-миллиметровой 474 рубля. Баллон углекислоты у меня ушел. Это заправка 30 рублей. Катушка 5 килограмм этой полуавтоматической сварки 55 рублей. Грунт, потом вот грунтовал акриловым грунтом, пол грунтовал бетонный, 10 рублей. Ну, завесы там что-то 10 рублей, 2 штуки. Поликарбонат 4, самый дешманский, просто чтобы вот снег останавливать. Сзади там решетки. Поликарбонат, лист 6-метровый, 90 рублей. Он, получается, я его пополам разрезал. Ну, 90 рублей заплатил. Так, решетки, там 2 штуки, где-то 60 рублей обошлись мне из 4. За поликарбонатом решетки. Из 4 металла 60 рублей. Так, и 7 досок 25 миллиметров. Обрезная доска 25 на 150 примерно. Там 60 рублей. То есть итоговая стоимость составляет примерно 3327 рублей. В белорусских. Это все в белорусских. Ну, округляем, то есть там наверняка я что-то забыл, что-то вы... Ну, плюс еще логистика, естественно. Все это надо привезти, доставить. Округляем где-то 3500-3600 рублей. Ну, то есть себестоимость материалов 3327. Округляем в большую сторону до 3500. Я думаю, нормально будет. Сейчас я даже посчитаю, сколько это получится не в белорусских рублях. Берем современный курс, который на сегодня у нас 23 ноября. То есть вот это мое здание отстояло уже 3 месяца. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, а закончила где-то в конце августа. Ну, примерно 3 месяца. Если считать в долларах, берем 3500. При курсе 3,1. 1130 долларов обошлось строение. Это без работы, то есть себестоимость примерная. Либо, если в российских рублях, берем 3,5 рубля, курс России, примерно 100 тысяч российских рублей. Либо 1130 долларов. Либо 3500 рублей белорусских. Вот так вот пришлось. Начал с одного, закончил другим. Деваться некуда, надо инструмент хранить. Вообще, вот, честно сказать, вот это строение надо было делать с самого начала, но пока опыта наберешься, пока поймешь, что нужно. Ну, в общем, поэтому все. Так что теперь есть где поставить мотоблок, где поставить велосипеды, где ложить, либо работать не под дождем. Очень советую, у кого нет мастерской, строить либо гараж. Ну, гараж не под машину, естественно, а под работу. Хозпостройку, либо вот хотя бы в таком виде, как у меня. В будущем все это будет более доработано. Скат крыши. Перепад по скаду у меня 70 сантиметров. Если память не подводит, уже подзабыл. То есть, в общем-то, по строению все. Сейчас покажу чуть с разных сторон немножко. Так выглядит в профиль. В общем, тут не добавить, не прибавить, все как есть. Ну, только что со снегом. Снег немножко задуется, придется с этим отработать. Ну, в общем, вот так, все.